taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Друзья, приветствую всех на канале Foodfish. В общем-то, уже закончился сезон жидкой воды. Соответственно, будем подводить определенные итоги. Сделаю я обзоры на определенные воблеры и другие приманки. И, возможно, сделаю некоторые топы по результатам сезона. Сегодня у нас на обзоре отличный воблер от компании Tsurinoya. Называется он DW7892SP. Но вообще реально это копия широко известного воблера OSP Asura в 90 размере. Прежде всего хотелось бы рассказать, как я с этим воблером познакомился. Заказал я его себе на Алиэкспрессе в официальном магазине Tsurinoya. Первый раз я его применил на осенней рыбалке. Плавал я на одном пруду. И плавал уже очень долго, в районе 5 часов. С 6 утра примерно до 11. Не получил я ни одной поклевки. Перекидал я массу приманок, кучу воблеров своих. Причем те, которые раньше работали здесь, ничего не работало. Вот настала очередь нового воблера. Закинул я его, сделал несколько проводок и получил мощный удар. Опа! Наконец-то! Как я долго ждал эту поклевку. О, подлодку куда? Подруга. Блин, неплохая щука. Держится всего за один тройник. Иди сюда. Клюнула щука в районе, наверное, 3 килограмм. Вот, вытащил я ее, был несказанно рад. Ну, соответственно, начал продолжать этим воблером кидать. Опа, еще удар. Ух, хороший удар. Собственно, получил следом еще с небольшим интервалом времени еще 3 поклевки. Вытащил еще пару щук примерно такого же размера. Потом клев немного приутих, я поменял место и вытащил еще 2 щуки. Одна из них, по-моему, потянула где-то в районе 3600. Была самая крупная щука этой рыбалки. Вот. Ну, что сказать, я был несколько поражен такой уловистостью воблера, при том, что на контрасте, поскольку не работало ничего другое. Одна рыбалка не показатель, соответственно, я начал проверять его на других водоемах. Собственно, следующая рыбалка тоже была практически нулевая. Опять-таки не было ни одной поклевки. Тоже я плавал очень долго, кидал. Этот воблер я не кидал, потому что, собственно, глубина и условия не очень подходили. Было достаточно мелко и много травы. Должны были работать более неглубокие приманки. Опять ничего не работало. Нашел я все-таки одно местечко, где можно было там забросить этот воблер. И на первом же или втором забросе вытащил килограммовую щуку. Опа, это щука. Ух ты. Вообще не ожидал такой подачи. И уже не верил в поклевку. Красиво прыгает. Такая килограммушка. Отработала опять копия Асуры в яркой кислотной расцветке. Затем я стал его уже проверять на всех последующих водоемах
И везде, там в районе 5 водоемов я объехал, везде он приносил рыбу. Даже вот показательный пример, приехал на очень запрессованный участок, времени было в обрез, буквально там минут 15, и следом пошел дождь. Ух ты! Вы видели? Щука шла за воблером. В последний момент выпрыгнула аж. Обалдеть. Обалденный воблер. Это уже 4-й водоем, где я пробую его. Везде есть реакция щуки. И все равно я вытащил шнурка. Там, где уже там 100 спиннингистов до меня прошло, этот воблер отработал и, в общем-то, вселил в меня такую уверенность, что я стал использовать этот воблер в качестве поискового. Куда я не приезжал, старался начинать рыбалку именно с этого воблера. Видел, что поклевки есть, и уже пробовал разлавливать другие воблера. Хотя были и обратные ситуации, когда я приезжал и понимал, что воблер для условий не подходящий. То есть, например, был я на очень глубоком водоеме, где должны работать наоборот более глубокие воблеры. Но они работали, не сильно большой их и хороший результат приносили. В общем, клевали там, например, небольшие шнурки. Вот. Но в итоге я опять ставил этот воблер. Клевала щука там на 2 килограмма. Причем на первом же забросе. Прям очень увесистая. Странная. Какая-то коротенькая. Я прям ощущаю вес. Где-то, наверное, половину двух. Я ее прям взвешу. Хищная щука на первом же забросе. Опять отработала копия Асура Цуриной. Вот на этой осени. Очень радует. Классно. В общем, меня очень поражала работа этого воблера. Соответственно, поэтому я хочу в первую очередь поделиться впечатлениями и обзором на этот воблер. Заявленный вес воблера 9 грамм. В общем-то, результат у нас похожий. 9 грамм и 3 сотых. Так, заявленная длина воблера 92 миллиметра. Ну, в общем-то, так оно практически есть. 92,6. В официальном магазине Цуриноя можно найти множество расцветок данного воблера. Их больше десятка. Я думаю, каждый сможет подобрать себе на свой вкус. Я лично испытывал вот такой яркий воблер. Это кислота. Прекрасно работала этой осенью. Брал я с тем расчетом, что буду использовать по мутной воде.
В общем, там мои ожидания оправдались. Кроме этого, я также взял расцветочку под натуралку, но еще не испытывал. К следующему сезону, я думаю, еще пару каких-то расцветок возьму, потому что воблер многообещающий. В общем, это топчик. Воблер заявлен как суспендер. Но на самом деле это не совсем так. Он медленно тонущий. Я ловлю с поводком струной, он у меня постепенно уходит на дно. Не вижу в этом больших проблем. Скорость погружения совсем небольшая. Проводку особо это никак не влияет. Игра вообще очень классная. У воблера он рыскает из стороны в сторону. На резких рывках может разворачиваться практически на 180 градусов. Есть у него небольшой крен на нос при рывках. Несмотря на свое брускообразное тело, воблер обладает прекрасным роллингом. У копии ОСП Асура от компании Tsurinoya отсутствует магнитная система дальнего заброса. Ее роль исполняет обычный шарик, который перемещается в верхней части болванки. Можно заметить в полупрозрачном корпусе. Но кроме этого он исполняет роль погремушки, что в общем-то неплохо привлекает щуку по мутной воде. Также можно заметить, в нижней части болванки расположена огрузка в двух местах для правильного положения воблера под водой. У копии ОСП Асура заброс достаточно средний для воблера такого формата, но причина, понятно, кроется в отсутствии магнитной системы дальнего заброса. Что можно сказать по поводу фурнитуры? Фурнитура отличная, кольца заводные правильной геометрии, петли клеить не нужно, они уже проклеены, прокрашены. Крючки, к крючкам есть определенные вопросы. Они сделаны из тонкой проволоки. Ни одна щука не сошла по вине этих крючков. Но жало разгибались, приходилось поправлять. Но правда клевали щуки хорошие. Там 3 килограмма, 3 с чем-то. Самая крупная, по-моему, 3600 была. После этих щук крючки поправлял. Но хорошо, что их здесь 3. То есть обычно редко, когда цепляется за один, крючки очень острые, липкие. То есть если щука попалась, то обычно всаживается 2, а то и 3 крючка. Так, что можно сказать о недостатках этого воблера? Во-первых, я уже говорил, у него достаточно слабый заброс. Хотелось бы, конечно, иметь в нем систему дальнего заброса. Это как бы превратило бы этот воблер в настоящего убийцу щук. Кроме этого, небольшие отклонения от того, что он суспендер. В принципе, для китайских воблеров это норма. Не особо крепкая у него лопата. Вот я вам сейчас покажу свой первый экземпляр. Видите, лопата сломана. Произошло это от удара об лед на последней рыбалке, заключительной в этом сезоне. Конечно, жалко, но что делать, заказала себе еще другой. Видно, что покраска в принципе очень неплохая. Воблер весь изъеденный щукой, но краска держится. Что нельзя сказать про лопату. Лопата разбилась вдребезги, поэтому желательно иметь запасной экземпляр. Ну что, ребят, пришло время подвести некоторые итоги нашего обзора. Могу сказать так, воблер очень шикарный, мне очень понравился, я могу его смело вам рекомендовать. Ссылку, как всегда, вы найдете в описании под видео. Кто уже успел его опробовать, добро пожаловать в комментарии. Очень бы хотелось услышать ваше мнение и ваш опыт ловли с этим воблером. Также хотелось бы услышать,
тех, кто ловит на оригинальную ОСП Асуру. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.